Выходи, Алин. Ты что делаешь? Ты что, попутал, что ли? Иди, сладкий, ты что делаешь, сука? Мразь какая! Довези меня до места! Я сказала, довези меня до места! Тварь! Меня люди, мразь, ждут! Ты понял? Вы что? Мразь, я сказала, вези! Вы что так себя ведете? Только попробуй не отвези, сука, и тебя найдут, мразь! Всем привет, народ! Я думаю, многие заслышали то, что в такси происходит очень много всякой неадекватной дичи. К примеру, вам может попасться неадекватный таксист, но чаще всего проблема в пассажирах. И в основном это связано с тем, что люди, которые вызывают такси, считают себя выше тех, кто их возит. Ты таксист! Ты таксист! Ты нищее звено! Понятно? Если вы хотите посмотреть полное видео показанного вам фрагмента, то переходите по ссылке в описании и смотрите мое предыдущее видео на эту тему. Ну а в этом видео мы посмотрим более новые случаи, которые произошли в 2020 году. И первое видео из Саратова. Пьяные яжмати и отец вызвали такси, но, к сожалению, они забыли указать, что у них есть дети. Поэтому приехал водитель, у которого нет детских кресел. И как только он отказался их вести, потому что если он это сделает, то его оштрафуют, началось самое интересное. Нет детского кресла, я не повезу без детского кресла. Он сейчас стоит за углом, и у меня 3000. Нет, я... Есть 7 лет. Скажи, нет, что есть 7 лет. нет, я не повезу. Все, да. Садись сюда. Я не повезу. Сейчас обратите внимание то, что таксист спокойно, адекватным голосом сказал, что их не повезет. Но они все равно залазят в машину и говорят, что если что, скажем, что ребенку уже есть 7 лет. Но таксист не хочет нарушать правила, поэтому он отказывается. Проблема в том, что детей до 7 лет положено перевозить в детском кресле. А почему у вас нет детского кресла? А потому что вы заказали тариф детский. Где здесь детский тариф? Как интересно. То есть вначале она говорит, что не заказала такси с детским креслом, потому что ее ребенок не вмещается в детское кресло. У нас ребенок не А потому что вы заказали тариф детский. А потом оказывается, что она вообще не знает, что есть такая функция. Где здесь детский В смысле, ты тариф? что орешь на А нас? вот посмотрите, вот там есть. Ты что орешь на нас, блядь? Я не ору, я разговариваю. Во-первых, вы на меня Спокойно орете. говори. Вперед езжай Сейчас, направо на выходите из светофоре. машины. Тариф детский мне покажите, где находится конкретно. Где на тариф? Где тариф Приложение, детский? посмотрите. Вот приложение. Где тут тариф детский? Покажите мне тариф детский. Тихо, сынок. По желанию нажимайте. Какое пожелание? Ты что, перепутал, что ли? Чё, простите, какого хрена он начал наезжать на водителя, когда тот показал, где находится детский тариф? Я думаю, на этом моменте уже можно было понять, что они ведут себя уже явно неадекватно. Покажите мне тариф детский. Тихо, сынок. По желанию нажимайте. Какое пожелание? Ты что, перепутал, что ли? Думаю, многие из вас знают то, что когда вы заказываете такси, Яндекс или Uber забирают с вас деньги и оставляют их у себя. То есть они не сразу идут к таксисту. Чтобы как раз в таких подобных случаях, когда отказываются вести и так далее, Яндекс мог вернуть деньги владельцу. Но, похоже, они об этом не знают и требуют деньги прямо с таксиста, которых, кстати, у него нету, потому что они сейчас на счете Яндекса, а никак не на личном счете таксиста. Не беру у вас деньги, это Яндекс у вас берет деньги. Я тут Ты пришел. работаешь Меня на сейчас Яндекс Такси. специалист. Я не работаю на Яндекс Такси. Стальки до стальки. Слушай, я стальки ты что, до стальки. попутал, что ли? Я ничего не попутал. Вперед езжай. Не поеду. Ты списал с нас деньги, блядь, конкретно. 100 Я не рублей. списывал с вас деньги. Ты работаешь на кого? Я на себя работаю. На себя работаешь? Ну тогда езжай вперед, блядь, Нет. и направо Нет. потом, блядь. В Нет. смысле нет? Это Ты на Яндекс вас Ты на списывает. кого работаешь, блядь? На себя. На себя? А почему тут Яндекс Такси тут присутствует? Потому что блядь, это блядь? Яндекс оказывает мне услугу Это информационную. ты оказываешь услугу Нет. Яндекс Такси, блядь. Вы отговор с Яндекс Такси, когда вы ты заказываете, и должен почитайте оказывать. ее. Это ты должен оказывать, блядь. Не ты, а вы, блядь, не орите. Чё, блядь? Как я и говорил, тут с самого начала понятно то, что они неадекватные, потому что они требуют, чтобы на них не повышали голос, но при этом сами повышают голос, вдобавок оскорбляют. И при этом
они понимают то, что это они виноваты, потому что не заказали детский тариф. Вдобавок к этому, они не ознакомились с правилами, как все работает в Яндекс.Такси и требуют деньги с самого таксиста. И когда у таксиста уже не выдерживают нервы, и он начинает тоже повышать голос, и при этом он их не оскорбляет, он говорит не ты, а вы, на что этот мужик просто бьет ему в лицо, потому что только он имеет право повышать голос, таксист не имеет права вообще ничего, он низшее звено, как говорится. И само собой на этом еще все не заканчивается. Выходи, Алин. Выходи, сынок. Мы заказываем новую машину. Ты что делаешь? Ты что, попутал, что ли? Ты за сотки, что ли, попелся, блядь, а? Конь, бедальный, блядь. И за сотки, блядь! Ты что делаешь, сука? И, к сожалению, на этом моменте видео обрывается, но тут и так понятно, что мужик уже перешел все нормы дозволенного. В принципе, после такого водитель даже мог пожаловаться на них в полицию. Что ж, ну а мы переходим к следующему видео. Мразь какая! Довези меня до места! Я сказала, довези меня до места! Тварь! Вау, да по сравнению с предыдущим видео, там еще адекватные люди сидели, потому что здесь мы сходу получаем и оскорбления, и повышение голоса, и даже удары по водителю, которые, к сожалению, оказались не так эффективны. Наверное, он прокачал защиту или одел просто легендарную броню. Довези меня до места, мразь! Меня ждут люди! Мразота, я сказала, блядь! Вы что Я так себя сказала, ведете? вези, мразь! Вы Вези, что? я Вы сказала, что так мразь! себя ведете-то? Вези, мразь, я сказала! Вы Вези, что? мразь! Тварь, реально, вези лучше! Я не Вези. повезу. Мразь, я тебе Я не сказала, повезу. вези, мразь! Меня Подожди. люди, мразь, ждут! Вы Ты что? понял? Вы что? Мразь, я сказала, вези! Вы что так себя ведете? Только, блядь, попробуй не отвези, сука, и тебя найдут, Не-не-не. мразь! После того, как она поняла, что насилие и оскорбления не дают никакого эффекта, она начала угрожать. И знаете, что самое интересное? Впервые за всю жизнь канал РЕН-ТВ наконец-то дал мне полезную информацию, которую я могу использовать в видеоролике. Фитнес-тренер одного из столичных клубов, ставшая за последние сутки, наверное, самым популярным персонажем в социальных сетях, ушла в подполье. Испугалась внезапной славы и популярности, особенно после такого эмоционального диалога в салоне такси. На заднем сиденье Яна Данькова, вице-мисс Томска. И номер 20 Яна Данькова. Участница конкурсов красоты, которую она так ценит, свою корону так и не получила, зато заработала минуту славы уже в столице. Да не просто минуту славы, а несколько минут славы в ролике плюс 100-500. Да, она даже попала в видео Макса плюс 100-500. Вау! Весь этот мож-дебош произошел якобы из-за 57 рублей, которые ей натикали за ожидание. Но мне почему-то кажется, дело тут не в бабках. Я чувствую вот этот запах, нотки вот этого чувства собственной важности. Не-не-не. Тебя найдут, мразь! Я не поеду. Я сказала, вези! Я не поеду. Ты, вези меня! Я не поеду. Вези, а то сейчас люди сюда подъедут, тварь! Ну и конечно же продолжаются угрозы. И вообще, если ты могла позвать людей, которые тебя заберут и отвезут, то зачем было вызывать такси? Сделала бы это с самого начала. Блять, я сказала, вези, ты специально это сделал, устроил, мразь! Что я сделал? Я сказала, меня люди ждут, вези! Я попросила, сука, я тороплюсь, меня люди ждут! Ты сволочь, это из-за того, что я русская, блядь, узбек! Ты всех русских ненавидишь! Почему это я? Ты всех русских ненавидишь, мразь! Я не узбек. Я сказала, вези, меня люди ждут, блядь! Это что только что было? Какого хрена она переключилась на якобы какую-то ненависть к русским? И причем это максимально тупо, с учетом того, что водитель сказал, что он не является узбеком. Вам сказать, Тварь. какой я национальности? Тварь, блядь, вези меня! Понял? А? Это из-за того, что я русская? Сука, А? блядь, вези меня, тварина! Нет, я не поеду. Мразь, я тебе сказала, тварь! Вы что? Вези, блядь, мразь, я сказала! Вы что так себя ведете? Сказала, блядь, вези, мразь! Вы что так Я себя ведете? сказала, потому что меня люди ждут, Я не мразь! поеду. Дальше идет очень много оскорблений и матов, поэтому единственное, что вы скорее всего будете слышать, это смерти игроков в Roblox. Мразь какая, блядь, еб... Мразь какая, блядь! Просто мразь зотище какая, блядь! Просто ему по... Он просто может тварину подставить, блядь!
И что делаете-то? Я сказала, вези меня, мразь! Я не поеду. Ты мразь как... И, кстати, если вам интересно, то все это произошло из-за 57 рублей. И, если честно, я даже не знаю, кто здесь больше прав, а кто не прав. Можете написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Таксист объясняет, этот конфликт разгорелся из-за 57 рублей за ожидание. Из-за 8 минут и 8 секунд, которые водителю пришлось прожигать бензин. Если честно, то я думаю, что водитель, возможно, тоже частично не прав. Однако это не дает ей права так себя вести, оскорблять людей, бить их и при этом еще и угрожать. Пока я разворачивался, она мне сказала, что почему вы так долго, почему заранее не развернулись, почему это пошло на ожидание. Ладно, в любом случае мы никогда не узнаем, кто на самом деле прав, а кто виноват, потому что мы не знаем, как все началось. У каждого своя версия. Мы попытались выяснить, какие именно люди так ждали девушку. Она работает в этом фитнес-клубе, спешила к клиентам. Выходите на закрытую территорию, а вас страшно. Буквально с порога становится понятно, где дама научилась таким боевым навыкам. По словам девушки, изначально хамски повел себя именно водитель. У таксиста другая версия. Что ж, ладно, их разборки нас уже не касаются, я просто вам показал это видео, а дальше делайте выводы сами. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, всем пока!